Ребят с Ютуба, кто будет смотреть в записи, всем привет. Сейчас мы с вами будем оценивать альбом, ну и смотреть, слушать BTS. Альбом называется Arirang. Есть еще трек какой-то был, по-моему. Кстати, его здесь нет почему-то. Армиран? Это какой-то прикол? Вы знаете, вы слышали этот прикол? Что за Армиран? Это какая-то специальная версия. Вот, Армиран. Какой-то 15-й трек, который даже не во всех интерпретациях альбома есть. Армиран. Типа, what the fuck. Спасибо большое. Спасибо, Данил. Ну ладно, сейчас будем с вами слушать. Реакции говорю. Перевод на русский есть на Genius. Давайте зайдем в первый трек, Body to Body. И будем сначала слушать музыкально, а потом смотреть, что они там написали по лирике. Ну, погнали, ребят, с Богом. С Богом. Капец, неужели я дождался этого момента? Если кто помнит, я канал свой начинал, прошлый, не этот новый, а прошлый, который у нас был, которого взломали. Я начинал с реакции на BTS, на Бантан. И очень много было реакций именно на них. Потому что у меня на прошлом канале где-то было 800 или там 900 реакций вообще в целом, всего. Да? И где-то из них было 200 на BTS. Ну, то есть мы начинали когда-то давно, лет 5 назад, на старом канале еще, кто помнит. Кто с нами с тех времен. И там первые треки были там Тычита, Шуги. Вот эти старые работы Бантан, которые там Fire, Danger, Dope. Мне ребята отправляли их в донатиках. И еще стримов не было, ребят. Я еще не стримил даже. Вы отправляли мне просто на голую ссылку донатик, и я реакции делал. Вот так мы раньше действовали. Обалдеть, сколько воды утекло, сколько времени прошло. Я говорю, у меня одна из самых значимых групп, потому что она мне, в принципе, открыла дорогу в кей-поп. Помним, да? Помянем, Лёль, помянем. Было дело. Сейчас мы уже совсем зажрались. Хотим что-то, не знаю, неведанного нам. Уже я 5000 треков послушал за все эти года. Может, даже и больше уже. Не хочу, чтобы меня удивляли. А меня в последнее время как-то сложно удивить. Но вчера, кстати, охрененная реакция я сделал. Если кто не слышал те треки, которые я вчера слушал, обязательно посмотрите. Это развал кабины. Там от Пиванов, там от All Hours. Просто какие треки там. Так, ладно. Погнали. Body to Body. I need. What you need, Twan? I need. What you need? I need the whole steady in the trunk. Put your Whoa. phone down, let's get on the front. Got my eyes on the row in the front. The vibe is high, feet big blunt. The vibe is high, let the builder. Big deal from everywhere to Korea. Нифига себе! He's feeling type of on the paper. It's speaking in real life. 맞추면까지 내려놔야 임마. Happen. 좀더 가까이 와 skin to skin. I need somebody to body. Блин, это что за 80-е года? Короче, нихера себе какой атмосферный куплет был от Рема и Шуги. Блин, вы чё? Здесь вайбы 80-х годов. Офигенно. Звучит офигенно. Очень крутой трек. Музыка, ёб вашу мать, музыка! It's so tight. I mean, no outside. I mean, 우리만의 style. I mean, we're living the life. 두 눈을 감지 않은 내 밤. 솟구치는 결의 맘. Be a body. You could see a body, or you read about it. J-Hope, блин, I need somebody to love. Это круче свинг.
Что это? Что это? Что это? Somebody like you, somebody like everybody like you. Somebody like you, oh, somebody like somebody like you, somebody like everybody like you. А что это такое? Это тот же трек идет? Вот! Что происходит? Не понял. Сейчас я почитаю чатик, ребят. Подождите, дайте просто охренеть немножко про себя. I need the whole city in the jar. Что это было? Ну это было потрясающе. Делайте грязь. Короче, что это? Подожди, хулиган. Не хулигань тут мне. Не хулигань. Сейчас, подожди. Бади ту бади, надо разобраться с этим треком. Блин, как он звучит офигительно. Я знаю, что такое Ариран, просто я не ожидал, что она будет в бади ту бади интегрирована. Я так полагаю, что бридж был из Арирана. Вот этот трек можно было спокойно делать заглавным. Это развал. Это развал, блин. Это развал кабины. Это охрененная работа. Она такая атмосферная, ёб вашу мать. Она, короче, ну, максимально давит по атмосфере. Вот такой вот 80-х, 90-х годов. Куплеты таким эхом, короче, пропитаны. Как, я не знаю, какая-то новая фишка у BTS. Какой-то вот новый, я не знаю, тумблер нашли в сведении треков. Потому что у них в Swim тоже куплет звучал рэп-парт, ну, лиричный вот этот вот рэп-парт, он звучал таким вот отдаленным эхом. И очень красиво это все слушалось, да, и мне понравилось, вот как куплет звучал в Swim. Но это Swim, это просто хороший, добротный, качественный сделанный трек, поп-звучание для широкой аудитории. Но вот эта работа, это офигительная работа. Я не помню, чтобы я получал такое удовольствие при прослушивании BTS последние их камбэки. Вот это я понимаю. Настоящий легендарный камбэк спустя 3 года. Да, ребят. Ты еще дальше не слушал? Дальше тоже заглавные будут. Там много заглавных треков. Ариран поют на фоне. Вот я понял, короче, у них... Почему это, наверное, скорее всего, Body to Body первое поставили, потому что альбом называется Ариран, и вот здесь как раз-таки в бридже запустили вот этот вот бридж, который там на фоне отдаленно играли вот инструменты такие вот народные, Ариран пели, и поэтому, скорее всего, открывающий трек в альбоме. Блин, это очень крутая идея, очень классная реализация. Трек просто огнище, я не буду еще раз слушать, хотелось бы еще раз послушать этот трек, это просто бомба. Это просто бомба. Я ему сразу ставлю 10 баллов от себя. Swim ставлю 9. Я 9, на 9,4 оценил. Это качественная работа, но она не прям дает вот этих вот ощущений удивления и кайфа, необычности вот момента, когда смотришь, такой типа вау, круто, да, бади ту бади она дает вот эти эмоции. Swim это просто коммерческий продукт, да, вот Swim коммерческий продукт, очень хороший коммерческий продукт, поп-звучание трендовое, которое распространится по всему миру, да, сейчас шорты, тиктоки, все будет со Swim. Но это, конечно, это вообще... Типа ты заглавка Swim, потому что надо было передать послание, задать настроение того, что они вернулись и пора плыть дальше. Вот я говорю, что типа... А я, кстати, понял, как что типа быть свободным нужно. Но, видимо, да, что плыть дальше, они плывут дальше. У них еще путь только начинается. Да, интересно, что там дальше будет. Body to Body это 10 баллов, это офигенно. Зайдет клоун Бич из АБ. Надо было ей в донат кидать вместо Mastermind. Так. Я редко захожу.
Забыла, что у меня ушки такие есть. Ну ладно, в следующем месяце у меня другие будут уже. И там будут не ушки, а рога. Рога покемона. Я буду покупать себе наушники. Кстати, Дэн, спасибо большое за донат на бусте. 1991 рубль я оценил, блин, за твой креатив. Я еще Марине показывал. Она такая, блин, у тебя креативные, конечно, ребята. Так, ладно, идем дальше. Слушайте хулигана. Хулиган. Следующий трек. Хулиган. Нахулиганили тут, короче, они на Genius. Погнали. Ну, первый трек Body to Body поразил меня. Звучит офигенно. Ого, такие гличи. Ножи точат? Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Нихера себе! Hooligan. Watch this beat going hooligan. Вот! Вот! Жирно, жирно! Hooligan. Watch this beat going hooligan. Man, I'm about to blow a fuse. 동제볼은 머리춤 뛰어 미친 놈이들 Me everywhere ursu Somebody move 다들 모여 하나 둘 I can never ever choose Every one of you a muse Нифига себе! Looking like a campus Beat dropping dancing Watch this beat going hooligan We pop out, we acting a fool again Hooligan Watch this beat going hooligan. Man is space, let's stop it so Блин, как сочетается круто! Вот у меня, короче, такие же возникают вопросы, почему этот бас так жестко качает. Тут Джей Хоп, короче, читает об этом. Я думаю про себя, почему этот бас так жестко качает. Первое, что бросается, вот прям бросается в глаза, это контрастность. Контрастность жестких таких вот агрессивных куплетов от рэперов и эндрибов с ножами какими-то. Ну, прям агрессивно. А предприпев... Чунгук, получается, на припеве. Ну, вот эта вот вставка с вокалом, по-моему, это припев был. Офигеть, как она контрастирует с куплетами. То есть, это вот такая вот волна. Это вот такая вот волна. Ты такой, типа, на каких-то агрессивных щах сидишь, слушаешь, короче, рэп-куплет, а потом так... Watch this. Блин, офигительно звучит тоже. Необычно. Watch this beat going hooligan. I go crazy, don't go same me. Like it cool, 굳이 말 안 해도 알잖아. Hooligan like hooligan. 때려 부셔 like hooligan. 시간 됐으니 좀 비켜좀 말걸리. 이상 mode. Вот он. Просто на высоких. Watch this beat going hooligan. Охереть! Я не верю, что это бантаны. Это старые бантаны. Это старые бантаны. Watch this beat going hooligan. Вот, ребята, вот, и ладно, потом скажу, не могу, у меня столько эмоций. You gon' hear this one playing round the clock, yeah. Round the clock. Туда, улетай вверх. Улетай. Но ты бери там, наверху. Hooligan, watch this beat going hooligan. Why this baseline slap is so rude? Drop it low and then chop and screw. И дроп. Hooligan, watch this beat going hooligan. Бам, биты, давай, биты нужны тут. Все, конец. Блин, стойте, тут уже какие-то инопланетяне пошли. Тихо. Я думаю, что-то это, биты нужны, а это уже был концовка. Короче,
сложно слушать музыку вот здесь вот и читать текст на Genius, потому что это все-таки иностранный язык, и ты не совсем понимаешь. Даже на английском, если было бы, это было бы проще. Ну, нет, даже они практически все на английском поют. Но все равно это сложно. Это сложно. Это круто, блин. Это офигенный тоже трек. Я не знаю, я в шоке. Я, короче, хотел вам сказать еще во время того, как я начал слушать его, что это дух старых бантан. Это вот прикиньте, ребят, кто познакомился с бантанами в эпоху динамита там, да, вот Баттера. На каком сайте? На Genius, ребят. На Genius давно уже переводы. Сразу, в первую очередь, Genius загружает перевод сначала на оригинальный язык, а потом уже переводит на русский. Genius.com. Я ссылку отправлю вам в чат. Сейчас. Если кто-то хочет ознакомиться с текстом поближе, так же, как и я, то вот вам держите на Genius. Ссылочка. Так, хулиган. Ну, нахулиганили они тут жестко на бите, прям хулиганы настоящие. Что я могу сказать? Я говорю, что это дух старых бантан. Вот те люди, которые познакомились с ними в эпоху Yet to Come, Butter, DNA, вот это вот все, они просто сейчас охереют на этом альбоме. А мы-то знаем с вами, ребят, да, что вроде как бы заявляли, этот альбом будет похож на то, что было раньше, типа Back to the Roots. И по первым двум трекам я скажу вам, что это Back to the Roots конкретный. Не знаю, что там дальше будет. Тут 14 треков полноформатных. Это просто жесть какая-то. Вот это я называю нормальный, хороший камбэк, а не 2 трека. Да, или 4, как у Blackpink было. Я просто... Хоть я являюсь блинком, но это было просто какой-то шлепок по лицу. Типа, на тебе. Сколько там было? 5 треков? Это же вообще... Вот так должен выглядеть камбэк хороший. Это без хейта, без негатива, потому что я сам являюсь блинком. Мне очень нравится Blackpink, но... Твою мать, это несерьезно. Вот это серьезно. Это заявка на охереть какой альбом. Альбом года, блин. Genius это вообще самый популярный, как по мне, сайт с текстами. Да, так и есть. Так и есть. О, господи, что за бит я слышу. Да биты вообще здесь просто разрывные. Вот реально говорю, по тексту даже они сами говорят, что типа, вот, смотрите. Почему этот бас так жестко качает? И это факт. Это просто панчлайн. Так, ладно, следующий трек Aliens. Я еще не оценил его. Здесь 10 баллов хулиган. Ну, блин, нахулиганили на 10 баллов. Чисто на десятку нахулиганили. Вот эти хулиганы получают от меня 10 баллов. Слишком хулиганский трек, чтобы ставить меньше. А то, блин, придут еще с битами. Отпинают меня. Окружат, начнут танцевать, блин. Хореографию показывать. Не, я 10 баллов поставлю, не надо мне эти проблемы. Зачем мне эти проблемы? Я не знаю, что там дальше будет, но эти треки мне больше нравятся, чем Swim даже. Хотя это заглавный трек, но, как Ира написала, что это как бы послание для армии и так далее, это очень важно было. Но его, вот реально, любой из них можно брать и клип делать. Это просто имба. Вообще не похоже на бисайды. Так, Aliens. Следующий трек Aliens. Инопланетяне. Называется, да, так? Называется так треки Body to Body, ладно, окей. Хулиган, Aliens. Конкретно флешбэкнуло в No More Dreams, Bulletproof, Don't You. Да, это первые треки вообще. Ну, так и есть. Так и есть. Ладно, слушаем Aliens. Mike Wilmer. Disco, beat up, stand up to here. 지루하고 따분해 모든 길. 시간은 참 빨라 틱탁 스타일을 힙합 도대체 뭘 덜 고민해. 태생부터 다른 seven aliens. О, это, ага, типа они. 굳이 설명하기 힙합 스타일으로 힙합 도대체 뭘 덜 고민해. Hello, you're new, honey. 바퀴 흔들어줘, money. Oh my God, do I look too funny? 어쩔래, just move for me, yeah, move for me. Вы мурашки видите? А как что голос Чонгука со мной делает? Вы видите это? У меня просто волосы встали. Я могу резать, ребят, я могу резать сейчас как овощи шинковать. Я фрукт-ниндзя могу идти с моими волосами на руке. Просто, а вы не видите, наверное. В 4К посмотрите, там, блин, у меня мурашки видно будет. 4К у меня сейчас камера поддерживает, между прочим. Чимин Джин.
биты просто вынос. Я все, я закончился. Где вот это РМ читает? Я не могу, это плейлист, каждый трек летит, это что такое? Просто, что это? А кто это? Это они? А, я походу вперед паровоза побежал. Это Чимин, да, с Джином? Это Чимин с Джином, да. Тут этот фальцет я никогда не забуду. Когда я первый раз услышал Чимина, я охерел просто. Спасибо, Ир, да, это реально Чимин. Я тут вперед паровоза просто погнал. А это до этого читал Джей Хоп, потом Чунгук Сви пели, а Шуга первый куплет, и сейчас Чимин с Джином. Ну да, эти парни, конечно, на бите сделают грязь. В хорошем смысле, все в хорошем смысле. Сегодня стрим в хорошем смысле. Все, что я сказал и буду говорить, это все в хорошем смысле. Мне настроение сейчас вот туда полетело. Потому что альбом охерительный. С текстом вот прям... Короче, нужно ждать кириллизацию, когда, ну, будет видно, кто читает, потому что очень сложно понять вообще. Только по голосам ребят можно понять, кто сейчас поет или читает. Но вроде как бы должен быть РМ, я вообще не понимаю, где РМ-то. Охереть можно, но этот трек вообще тоже еще один разнос. Просто читаем текст параллельно и все. О чем поют вообще? И слушаем как есть. Угу. Жесть. Жесть, ребят. Ну тут же... Ну тут, короче, еще рэперы поют, получается. Джей Хоп вроде пел. Раньше было просто четкое разделение. Если видишь Джей Хоп, РМ или Шуга, то это точно будет рэп-парт. Сейчас, типа, они все тут поют, короче. Под момент прикольно заходят треки. Я тебе скажу, мне даже под кофеек, даже без еды хорошо заходят треки. Единственное, что меня немножко бесит, прям вымораживает, то, что я не могу понять, кто какой парт сейчас читает, поет. Я говорю, я, ребят, уже 100 лет не слышал, и по голосам сейчас пока сложно понять вообще, да? Это надо было вот вчерашний день просто выделить этот день и просто всю дискографию Бантан до этого послушать, чтобы голоса засели вот сюда вот, и типа просто по голосам понимаешь, кто поет. Хотя они сейчас уже на скеле, там они вообще по-разному даже уже исполняют. Раньше у них там четкий варьированный флоу был, как вот у РМа. Сейчас он вообще может, блин, там какими-то новыми техниками тут зачитать, застелить. Поэтому сложно. У некоторых песни уже есть кализация Color Coded. Ну да, но я видел там пару треков на самом деле. Там Body to Body был, что-то еще было, и не все. Но зато мы хотя бы читаем на Genuine текст и хотя бы понимаем, о чем поют. Прикольные панчлайны какие-то выделяются сразу. То, что, я думаю, кто такие инопланетяне? Про что вообще трек? Это, оказывается, они себя так обзывают, что мы такие инопланетяне. Не такие, как все. Ну, так и есть, на самом деле. Прикольно. Но этот трек тоже, блин, капец. Я не могу... как оценивать-то? Ну, как оценивать? Мне это все нравится. Биты просто волшебные. Они делают магию, они делают вообще...
Самое смешное, что Swim, заглавный трек, он по звучанию, блин, проще всего. А вот то, что они вначале сделали вот здесь вот 3 трека, похожие на эпоху Бантан, которые были в 2015 году, в 2014-2015 году, они все на десятку. Это прям, это даже не только по структуре, по исполнению и так далее, а это просто по ощущению. Ты просто прыгаешь в то время, когда они только пришли, да. Хотя я, в принципе, начал слушать Бантан в 2020, по-моему, году. Ну и то, да? Уже 6 или 5 лет прошло. Камон. Я как раз начал слушать, когда они выпускали песни типа Butter и Dynamite. И мне, ребята, вы показывали старые работы, я охерел. Жесть. Вот это альбом. Ну, хороший ритм. Пока что хороший. Хорошо, идем. Следующий трек Фиа. Он еще и на вокал может перейти. Я говорю, там они все уже могут на вокал перейти. Такое ощущение, что они в армии там, что они там делали? В армии пели, что ли? В караоке сидели? Ну, просто, я говорю, рэперы поют, блин, не хуже вокалистов. Типа, что происходит вообще? Где это видно? Жду, когда ты номер 29 будешь слушать. Это мой любимый на альбоме «Шок потерялась, еле нашлась». Серьезно? Я пока потерялся вот на этих 3 песнях. Они просто офигительные. Я завтра буду рамен есть. Да че его, сложно готовить. Берешь любую лапшу, закидываешь в сковородку, желательно какой-нибудь бульдог. Да? Берешь бульдог просто обычный. Соус не добавляешь, толстый. Варишь в котелке. Не заливаешь водой, а варишь. И все, потом яичко туда. Какие-нибудь зеленушечки. И все, вот у тебя рамен готов. Рамен. Поэтому я, если хочу раменчика, я сам смогу сделать. Ну, Марина может сделать. Пока я работаю. Я на контроле качества прихожу там. Ладно. Да. Ну, я не умею готовить, блин. Спалился на стриме. Теперь все знают, что я не умею готовить. Я бездарь в готовке. Так, ладно, идем дальше. Фиа. Почти как... ну что это? Ажена Фиа. Что такое Фиа? Ну ладно, слушаем Фиа. Нифига, завели мотор. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Everything gas is fire. Oh, 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 I see what you're saying. Everything lit is fire. Everything big is fire. Я на рейве. Мама, я на рейве. Тут Джей Хопки делает рейв. She wanna dance on fire. Everything gas is fire. No one's getting too close, too close, too far. Give me that gasoline. Give me that make me feel. Give me that make me sweat. Something I can't forget. Burning out with my slime. Reading the flame go wild. It's still under the grave. Себе, чем тут? Psycho, might take you viral. I go full thriller tonight. Go crazy like Britney, baby. Hit me with it one more time. Рэм. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Yeah, everything gas is fire. Don't stand too close to Маньяки. It's fire. It's fire. 뜨거워 바이빙 완전 아주 뜨거워. 무서워 한겨울에도 엉들 필요 없어. Raging 막 돌아 춤을 춰. 쭈벽 Мне нужно срочно покурить. 껴들어 번지거들어. Club goes psycho, might take you viral. I go full thriller tonight. Club go crazy like Britney, baby. Hit me with it one more Прикольный панч. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Everything gas is fire. Don't stand too close, too far. Что за херня? Что? Вы что там делаете? Вы
где запихали эти хиты? Боже! Don't stand too close. Это, ребята, ахуй. Я не знаю. Я не могу. Все. 4 трека с меня хватит. Завтра продолжим. Я не могу. Почему так хорошо? Почему так хорошо? Перекур. Ну почему так хорошо? Они как будто... Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот, пожалуйста, вот, короче, давайте без лирики сейчас. Вот в таком темпе идем, хотя бы вот до свима дойти надо. Вот еще 2 трека такие хочу. А потом можно и лирику послушать. Но вот так сейчас идем хорошо. Вот прям можно, пожалуйста, без лирики. Я понимаю, что лирика должна быть в альбоме, там это база, это нужно. Ребят, кто не любит такое вот агрессивное что-то, я люблю, но остальные могут и не любить. Им нужна лирика какая-то, но мне не нужна. Я хочу вот это вот. Блин, это жесть. Это жесть. Вот тебе и фья. Тут не меньше 11 стоит. Да нет такой оценки. У меня голос сел. Мне тут 10 максимум потолок. Все. Надо 12-бальную систему ввести, когда слышишь какой-то хит невероятный. Ну ладно. Тут на самом деле, когда я оценки на альбом ставлю, это больше, наверное, по впечатлениям. Не как там заструктурирован трек, не как там какие-то панчлайны, там трендовость, я не беру расчет. Здесь все треки вообще, вот здесь вот первые 4 это не трендовые, да. Ну вот трендовый свим, пожалуйста, слушайте. Вот это трендовая, да, работа. Для широкой аудитории, для радио, для коммерции. Это очень трендовая работа. А здесь нет. Здесь вот действительно в первых 4 треках это Back to the Roots. Это истоки их. Это то, за что их полюбили в Корее и признали во всем мире в начале пути. Круто, очень круто. Я очень счастлив и рад, что мне этот альбом заходит. Да. Так, ладно, 2.0 следующий трек. Не знаю, что такое 2.0, USB, что ли? USB-шка, которую мне залили. Ну ладно, теперь у меня новые USB, они не наверху. Их даже если захочу, и не залью эти USB. Так, что вы тут пишете? Перекур, да нет, рано перекур. После альбома перекур. Ломай к фигам эту систему оценивания и ставь 15. Систему оценивания я изначально сделал вообще для себя. Ну, типа, я такой... Ну, мне сложно было, когда я начинал делать реакции 100 лет назад, мне сложно было, короче, как-то соструктурировать свои мысли. То есть я посмотрел работу, и потом у меня, вот после того, как я послушал ее, или посмотрел клип, у меня каша. Каша из мыслей была. И чтобы эту кашу соструктурировать, я придумал для себя лично ставить оценки. Разбил их по параметрам. Особенно это не на оценках альбома, а на оценках треков и клипов. Там трендовость, атмосфера и так далее. Многие так делают. Тоже Риса за творчество, он тоже так делает. Ну, потому что это удобно. Но я для себя лично разбивал, чтобы мне было соструктурировать мысли проще. А потом это как-то уже ребятам понравилось. Все говорят, что я ставлю тренду всегда 7. Какие-то мемы пошли с этих оценок. Ну и все, я так и оставил эти оценки. До сих пор их все работы оцениваю. Ну, просто как бы реакция есть реакция, а тут как бы мы оценки ставим. Какой-то интерактивчик, прикольно.
Хотя это все равно тоже, наверное, это... Я же не какой-то там профессиональный музыкальный критик. Просто для себя, какой мне трек больше понравился, какие-то там суждения свои высказываю, оценки ставлю по этим суждениям. Вот как так повелось. Извините, сейчас я откашлюсь. Все, идем дальше смотреть. 2-0. 2-0. Вау. Окей, это не лирика точно. Слушаем. Я запись поставил? Да, записываю. 그래 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 О, 빈털 누가 прикольно. 맨날 뛰어넘네 웃기기는 한데 사실 안 웃기지 10년은 말야 어린 반푼 어치다 Чуть-чуть поменьше BPM, да? Отдохнем. О, необычно, капец. О, давай, Джейкоб. Хорошо. Йо-йо-йо-йо-йо. Странновато, но окей. Ну, давай, Рэм Джейкоб. Pop, 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 pop. Baby gang to let rock, 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 rock. Yeah, hit him up like pop. Hit him with the truth like rock. Time to pay your debt. Feel me not. Let it be, let it bleed. Hit a lick, and it's split. Stop. Я. Капец, это очень необычно. Я, короче, слышу 2-0, и я не могу вообще даже как-то с каким-то мозгом, какой-то своей, вот любой частью мозга даже не могу представить, что это BTS. Вот прям настолько отличается их стиль, ну, вообще, вот любой эпохи возьми Бантан, вот просто любой. Тут все какое-то другое. Вот в этом именно треке 2.0. Поэтому, может, называется 2.0. Это версия Бантан 2.0. Боже, как мне нравятся вокалисты на этом альбоме. А биты все просто нереально сочные. Делаю. Так. Но здесь, конечно, не все так однозначно, как с прошлыми работами. Не все, да? Это необычно. То, что необычно, то сразу, ну, бросается в глаза. Такой думаешь, так. Что вы тут навертели, ребята? Голос на припеве, он, я не знаю даже на что мне напоминает. Из Бантан так точно ни на что. Вот если есть какие-то работы, которые вы знаете и на что-то это напоминает, то скажите, потому что я лично таких работ не помню, чтобы у них были. Прям такой вот голос совсем другой какой-то, он такой, ну, грубоватый даже местами. Что-то напоминает, но не могу понять, что. Вот где-то такое слышал примерно. Ну, я так не вспомню. Слишком много уже всего послушал. Это новое? Ну, 2.0. Понятно, что. 2.0. Не просто так 2.0 написали. Да? У вас появился подписчик на Буст. Спасибо за Буст. Подписку. Телеграм выйду пока, чтобы мне не мешали. Еще очень хочу отметить, мне очень нравится, как звучат именно вокалисты на этом альбоме. Рэперы
к ним вообще никогда нареканий у меня не было, потому что они свое дело всегда делают на 100%. Но вокалисты, они очень круто дополняют рэперов. Вот здесь вот. У них, блин, вокальные данные у Чингука, Сви, да, Джином, Чимином, все они. Вот иногда вот эти предприпевы, короче, вот эти все рефрены, бриджи, они прям супер классно подходят. Какой-нибудь даже агрессивный трек, какой бы ни был агрессивный трек, они и разбавляют его своим вокалом. И на контрасте, в основном здесь на контрасте все практически было в этом альбоме, что я послушал. Тут на контрасте ты чувствуешь прям какую-то там энергию агрессии, а потом все вот разбавляется этим вокалом нежным. Там, если Чимин, то фальцетом, если Чунгук, то потрясающим голосом, как у него был в альбоме Golden. Ну, типа, там, супер таким вот тонким, красивым вокалом, чистым вокалом. И вот я говорю, вот тут эти качели, очень круто, очень круто. Этот трек мне меньше понравился, чем предыдущий. Я поставлю ему здесь 9 баллов, так же, как и Swim. Понятное дело, что это разные работы, да. Но он необычный. Он необычный по сравнению, допустим, с первой четверкой. Он кажется немножечко странноватым. Ну, может, надо распробовать. Тем более, не все же должно прям нравиться, да. Но здесь очень классные парты были. Мне от Джей-Хопа очень парт понравился. Без какой-то там супер крутой и навороченной чипки просто легко залетел и зачитал своим обычным голосом. С хрипцой немножечко, ну, как Джей-Хоп любит, как умеет. Протяженный звук знакомо. Здесь все треки разных жанров, поэтому так много эмоций. Разные на альбом. Да, кстати, жанры, очень много жанров музыки здесь перемешано, замешано. И где-то чисто хип-хоп, где-то какая-то EDM-очка, где-то еще чего-то. Здесь 2.0 непонятно вообще что. Ну, короче, да, тут очень много всяких музыкальных жанров намешали. Ну, кей-поп, он, в принципе, он в целом такой. Хоть работу слушаешь одну, там, блин, 15 смен жанров. Так, ладно. Следующий Свин. Подожди. А номер 29 где? Здесь на Genius что-то напортачили, походу. Сейчас. Номер 29 куда потеряли? Где лирика номер 29? Здесь нету лирики номер 29. Привет, Оль. У нас следующий трек номер 29, но на Genius его нету. Странная фигня. А где он? Я что-то не вижу. Может, он как-то по-другому называется, ребят? А что такое? Номер 29? Да ты слушай без лирики? Ну, мне интересно, кто там что. А что это? А, я понял, это минута 38. Какая-то вставка. Ну, погнали. И так весь трек, прикиньте. Все. Блин, отлично. 10, 15. А чё, где? Все? Это какой-то... Что это? Ребята, уже 25 секунд прошло, вы в курсе? Уже 32 секунды прошло, ребят. Вы будете там читать что-то? Петь там, не знаю. Говорить хотя бы. Поговорить с нами. Джин, поговори со мной. Шуга. А чё, все? 46 секунд, 47. Блин, очень классный трек. Добавлю в плейлист себя. Такой вот он непринужденный, легкий. Прикольно, очень нравится. Я уже вижу, что очень много тиктоков под него будут делать. Охренеть, это какой-то брак на производстве? Что за фигня? Я жду. Я все еще жду. Мне надежда умирает последней. Может быть, на последней секунде что-то будет? Может, классный рэп-партик будет 2-секундный? Прикольно. Классно. Я целых 2 минуты послушал на звук ветра. Классный трек. Классный трек. Как же его оценить-то, я не знаю. 10. Ну, спасибо. Спасибо за такой панчлайн классный. Там текст офигенный.
Музыка-то ладно, вот главное текст. Текст просто выше всяких похвал. Так, окей. Да. Надо убрать его. Ну ладно, а как я его не могу убрать? Я уже поставил этот трек, он очень крутой. Плейлист добавлю. Ладно, с ним мы посмотрели. Merry Go Around. Следующий трек. С ним мы посмотрели с вами. Следующий. Так, Merry Go Round. Здесь нету лирики. Genius не все перевел, что ли? А с Normal есть? Normal тоже нету. Только половину, что ли? А все, альбом закончился? Перевод в процессе. А, еще не перевели, я понял. Еще не перевели. Ладно, тогда немножечко по Телеграму будем ориентироваться. Сейчас. Телеграм. Мне Ира кидала. Сейчас, подождите. Merry Go Round. Вот, если что, текст. Ну, погнали слушать. На Genius нет его. I wish that I could tell you that it's over. I wish that I could walk away from pain. My life is like a broken roller coaster. But maybe I'm the only one to blame. I can't get over this merry-go-round. Красиво. Вау. Вот этот трек больше похож на Swim, кстати. А мне кажется, что это разделение было. Короче, 29-й номер — это трек, который разделяет две части альбома. Потому что после номер 29 идет Swim, который звучит примерно как этот трек. А до этого трека были агрессивные треки, которые были вот прям как в первое поколение Бантан, да, вот. Первые работы, они были максимально похожи на то, что мы слышим в этом альбоме Ариран. 29-й трек, он разделяет, он тишина, да, то есть это как черта, они проводят черту, и потом начинается Swim, и вот эта работа. По тексту она более серьезная, потому что в первой части альбома, так скажем, да, ну типа, там были более такие дерзкие текста с панчлайнами, с таким вот агрессивным рэпом, флоу и так далее. Очень экспериментальные работы были. Короче, они были более агрессивными. Здесь по тексту более серьезные, осмысленные и мелодичные. Ну, вот Swim, если мы пока что берем в расчет Swim, и вот этот трек, который мы слушаем сейчас, он называется Merry Go Round. И вот он похож больше на Swim. Я, короче, уберу текст на второй монитор и буду его параллельно читать, ребят. А, у меня картинка пропала. А мне Марина пишет, тебя не видно. Сейчас. Мне кажется... А, я, вытащил камеру, походу. Сейчас, секундочку. Сейчас попробую. Так. Ладно, вы пока слушайте, я сейчас вернусь. My life is like a broken roller coaster.
Все окей, ребят. Блин, текст, конечно, здесь вообще жесть. Вот этот текст, вот этот вот последний куплет, это просто жесть. Я разваливаюсь на части, но все еще привязан к земле. В этом бесконечном круге моя детская душа кричит «да-да-да». Я катался что это слово какое? Я катался вдоволь, прошу, вытащи меня, мама. Моя кровать, мой гроб, мой мир, огромная доза кофеина. Каждый день я иду умирать за мечту. Нельзя ли ее поймать? Я танцую этот бесконечный танец, и снова мысли. Я думаю не думать, и все равно думаю. Кручу, снова счастлив ли я? Улыбнись мне до конца. Вот это текста здесь, конечно. Я говорю, вот во второй части альбома более осмысленные, такие тяжелые, грустные, похожие там чем-то там, не знаю, на какие-нибудь, какие треки у них были такие вот серьезные. Spring Day, наверное. Just round and round, I'm falling apart, still bound to the ground. Вот здесь вообще просто жесть. 침대는 날관 My bed is my coffin 어쩜 이 세상은 거대한 caffeine 내 죽으러 갈 꿈을 꿀 수 없는 멈출 수 없는 춤을 춰봤잖아 생각에 серьезная заявочка, конечно. 생각하지 말잔 생각을 했나 뱅글 또 뱅글 행복하니 видеть можно. 죽을까지 Очень классно сделан, соструктурирован альбом. Я не могу отточить с этой идеей тоже. Типа вот этот номер 29, который провел черту между звучанием и вообще вайбы другие. Просто офигеть, какие разные вайбы здесь. Здесь такие хулиганские, как вот здесь в треке «Хулиган». А здесь более серьезные, с такими текстами, что просто пипец. Вы текст читали? Это же капец просто. Мне этот трек, между прочим, вот этот вот Merry Go Round, даже понравился больше, чем своим. Я не знаю, что там дальше будет, но Merry Go Round мне понравился больше, чем своим. Там он такой серьезный, капец. Прям загрузил меня. И я не сказал бы, что прям лирикой, да. Тут есть... Вот, знаете, есть такие треки, они как будто бы лиричные, по сути, да, своей, по структуре, по тексту, по передаче данных к нам в уши, но они не являются ими. Вот, допустим, тот же Eminem Mockingbird, да, как он назывался этот трек, он как будто бы тоже бы считается лиричным, но... Он более такой движовый. Там рэп-арт. Ну, Эминем есть, да, рэп-артист, но все равно. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Он прям не лирика-лирикой. Он просто тяжелый. Круто, ребята, это круто. Так, ладно, идем дальше. Normal. Следующий трек у нас Normal. Здесь... О, появился! Отлично! Отлично! У нас есть текст. У нас здесь текст есть. Следующий трек у нас Normal. Погнали. О, биток здесь, конечно, жесткий. Опять. Биты просто сумасшедшие здесь. Вау!
Вау! Heavy is the head and you're chasing trail. We're calling me red, we're calling me blue. Вау! Sides of a coin and they both ain't true. It's different from me, it's different for you. Got me feeling things unusual, and I live in more. Got me and my feelings ever on this wall, and my knees is kerosene, dopamine, chemical Вау, drugs. ёб мать! At the things we trust. Show me hate, show me love, make me bulletproof. Yeah, we call this shit normal. Run away, out of sight, don't know what I want. Wish I had a minute just to turn me up. Kerosene, dopamine, what I gotta do? Yeah, we call this shit normal. How I'm supposed to feel? Used to think that I was built to the heart. Офигеть, как он звучит! Now I understand the truth, some pain don't heal. If everything's just happy, Тут не вся that лирика. ain't real. Покер. That ain't real. I've read everything I like 1,000 times. No more less passion, they are just some lies. One deep side and it slips away, fades away. What I try to keep, never want to stay. Run away, pushing me, pulling me. Said you wanted all of me, but what is even all of me? Suddenly, part of me. Это шедевр. Heard the things they calling me, or what the hell you want from me? Got me feeling things unusual. Не припев нужен еще. Здесь припев нужен. Вот после бриджа. Дай припев. Дай припев. Show me hate, show me love, make me bulletproof. I've called this shit normal. Run away, out of sight, don't know what I want. Wish I had a minute just to turn me up. Kerosene, dopamine. Я в лакере с этого альбома. Я в лакере с этого альбома, ребята. No, we know, we know we call this shit normal. No, we know, we know we call this shit normal. Yeah. No, we know we call this shit normal. Охереть можно. Вот этот трек... Пакет! Пакет! Несите пакет! Пакет! Блин, это... Нет, ну, я не знаю. Я не знаю. Вот этот нормал, блин, он не нормал. Совсем не нормал. Это мой любимый трек из этого альбома пока что. Он как круто звучит, блин! Я в шоке. Я думал... Короче, я думал... Вот в моменте, я подумал. Я позволил себе подумать, что после номера 29 там будет новое звучание BTS. Возможно, как вот в эпоху Dynamite, вот этого всего, да? Я такой думаю, ну ладно, типа Swim, это типа Yet to Come. Merry Go Round очень грустный такой трек, похожий на Spring Day. И думаю, ну ладно, типа, я ну, скорее всего, первая часть альбома мне больше понравится. Ну, намного больше. Нихера, блин, нихера, как же я ошибался. Нормал это вообще что? Он звучит, я не знаю, как Майкл Джексон на стероидах. О, это хорошо. А почему там аудиофайл на минуту 39? Я так полагаю, что на Genius неправильно. Все неправильно здесь, на Genius. Потому что, ну, альбом только ночью загружен был на площадке. Genius, видимо, еще не поспевает, там все, или ошибки не исправляет. Короче. А по итогу вторая часть просто шик. Но могу сказать так, что... Да. Шик, просто шик. Я в шоке с этого альбома, я просто в шоке с этого альбома, серьезно говорю. Я давно не испытывал таких эмоций, когда ты слушаешь альбом, ты такой думаешь, ну там есть много посредственных треков обычно в альбоме, и есть какие-то там хиты, но здесь ты просто идешь и кайфуешь с каждой секунды треков. Возможно, мы просто изголодались по бантанам, типа давно ничего не было, сольники это сольники, все-таки групповая деятельность это совсем другое. Нас как бы баловали сольниками, когда они были в армии, ну там каждый выпускал по альбому, даже по сольникам и так далее, ну то есть там клипы были, но это не то, групповой как бы это группа. Все-таки у них потенциал больше в группе. Они изначально-то были группой, а не сольными артистами.
Поэтому, когда распадается группа и переходит в сольный режим, мне кажется, что это совсем другое звучание и всегда хуже, чем в группе все происходит. В группе ты можешь играться с голосами, ты можешь ставить парт, допустим, рэп-парт, потом ты переходишь на вокал. Один человек не может быть человеком-оркестром и исполнять все дорожки. И рэп-дорожку, и вокал-дорожку, и все, да. Там на бэках ты не можешь сам себе петь. А в группе ты можешь, поэтому все треки, они более целостными звучат и более заполненными. Поэтому групповые треки это намного интереснее и лучше. Я всегда говорю, что группа это совсем другой экспириенс, другой опыт. И... Хотя экспириенс и опыт это одно и то же, просто на разных языках просто, да. Окей. Ну, короче, Normal трек огонь. Like Animals. Следующий трек Like Animals. Посмотрим, кириллизация есть ли у нас. Если нету, я знаю, где Like Animals вроде была. Сейчас, русский перевод. Да, есть. Но может опять тоже не все залили. Ну ладно, слушаем. Здесь начало уже просто какое-то, да? Просто что за атмосфера? Что за атмосфера такая? Что это? Что это такое? Что это? Что за альбом такой? Но, да, его надо покупать, ставить на полочку. Это легендарно. Это легендарно, черт. Ну, Normal это трек вообще просто не Normal. Ёбать. Хватит. Я не хочу, я не могу, блин, ну почему? Ну так хорошо все так, ну ёпа. Сейчас, секунду. Ребята, сейчас. Мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Блин, почему так хорошо звучит-то все? Все хорошо звучит так, ну блин, это же просто... Идите в задницу, ребята! Во сколько завтра лайв-концерт? Я его смотрю. Не, я в Корею, я покупаю билеты завтра нахер. Не. Продаю свой компьютер, который только что собрал, и еду в Корею. Потому что, блин, это что такое? Что за альбом? Красиво, пипец. Да боли красиво. Я уже вижу, как эдиты делают вот эту песню. Каких-нибудь фильмов, дорам, трогательных моментов. Атмосфера 100 баллов. Легендарно. Легендарно. Это Лего. Я выбил Лего. Это эпик. С ума сойти можно с этого альбома. С ума сойти. Now you see a whole life full of animals. None of us are tameable. None of us are tameable. This life
Прекрасно! Прекрасно, ребята! Вы заставляете мое сердце биться чаще! Потрясающая работа! Тут гитары, капец! Просто! Шок в шоке. Шок в шоке. 10. 10. Ой, жесть, жесть. Я уже устал. Я уже устал эмоционировать, но это невозможно не эмоционировать. Ну потрясающе же. И самое смешное, что Swim самый простой трек в альбоме. Самый такой вот он, я бы сказал, по сравнению с остальными, самый непримечательный. Да, он трендовый, да, он там, ну, я уже много говорил про него, но все остальное на голову выше. Вот, Like Animal, пожалуйста, это шедевр, блин. Звучит просто невероятно круто. С гитарами, с такой атмосферой, обволакивающим вокалом, боже. Как тебе альбом по сравнению с Map of the Soul 7? Ой, карточка упала, Марина, не простит меня. А, это Answer. Это Answer. Где Map of the Soul? А у нас персоной нет у нас этого альбома, блин. Ну, мы его слушали, конечно же, по-моему. Он на голову выше всего, что я слышал у Бантан. Реально всего. Идеей, подачей, организацией альбома, трек-листом, и все треки супер крутые, разнообразные. Он на голову выше всего, что выходило у Бантан на протяжении всей карьеры. Я не побоюсь этого слова, это просто шедевральный альбом. Я некоторые альбомы люблю у Бантан, ну, мне нравятся они, как звучат и так далее. Но здесь прям 14 треков, я не знаю, мы послушали же больше половины, и все треки супер крутые. Никогда не было такого, чтобы я слушал альбом Бантан, и все треки мне нравились. Ну, не было такого. Я запись поставил, Ань, это просто, это развал кабины. А, ты же не слышишь, что это без звука? Ну что я совсем дурачок, что ли, а? Так, ладно. They don't know about us. Перевод в процессе, блин. Ладно, послушаем без перевода, потом... Да мне перевод, в принципе, ладно, хрен себе. Я уже и так, блин, под впечатлениями с альбома, мне уже можно без перевода. Ну чё, даже субтитры эти авто не могу поставить. На Genius нету, ладно, слушаем так. I can show you love, I can show you. If you wanna know me, what can I do for you? 대체 뭐가 달랐냐고 자꾸 물어. 나는 대답해, 나도 몰라. Everybody hear the story that they wanna. 쟤는 네가 때문에 됐어, 내가 맞아. We're just big boys, 아가촌 놈. 그냥 먹기 싸지, just shut up, shut up. Hold up, tryna take a bubble bath, babe. Do the math and go, just say what you say. Oh, it's hard, then we cannot explain. Every time we're tryna explain, we find They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know Попроще, about так? us. Блин, после таких хитов, как Normal и Like Animal, этот трек кажется простым. Но там вот эти два трека, которые предыдущие были, это просто капец. Это фантастика. Здесь, ну, неплохой трек, неплохой. Ну, типа, похож на Swim. Ну, типа, по вайбам. 나는
항상 쉬운 길만 찾기 바빠 괜시리 오지랖들은 태평양쯤 Слушайте, ну ладно, это тоже неплохо. 알기 쉽게 설명해줄까 baby 몰라도 돼 뭘더 굳이 얘는 특별해 에이션 중에 영선 존재 Too hard to break We can't relate 그냥 사람 일곱인데 You said we changed We feel the same shit They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. Yeah, that moving that right, moving that right. 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 Ну, там Феникс написал про Swim. Попозже почитаю. Блин, тоже, конечно, атмосферная работа. Ой, 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 что это? Почему так? Утрамбовали их. Бульдозером как будто. Бум. С двух сторон. Пам. Да, ну ладно. Все, окей. Это у меня какие-то глюки были. Короче, я поставлю здесь 9 баллов, он попроще. Но это, наверное... Вот я бы местами поменял просто в альбоме. Вот этот вот трек я поставил после Swim. Он неплохой. Он хороший. Ну, они все звучат очень круто. Все треки в альбоме, пока которые мы послушали, ну, кроме, наверное, номера 29, он звучит не просто круто, он потрясающе звучит. А все остальные треки в альбоме, они звучат все хорошо и круто. Все. Современно. У каждого из этих треков супер крутые биточки, инструментарий. Ну, то есть, очень богатые работы по музыке. Все. И здесь тоже не исключение. Но после Normal и Animals, Like Animals, кажется, он немного ниже уровня. Вот эти два трека, это вообще, это нечто. Это нечто. Здесь просто хорошо. Как-то так. One More Nights. Следующая работа. One More Nights. Блин, надеюсь, есть скилизация. Попробуем найти, подождите. One More Nights. Есть One More Nights. Все, слушаем дальше. One More Nights. У меня, кстати, также трек 2.0 чуть меньше зашел, чем все остальное. Это в первой части альбома, да. В первой части альбома все крутые песни. Ну, короче, как тебе сказать, все, вообще все крутые песни на самом деле. Но Body to Body, Хулиган, Aliens и Фья вообще жесть. Прям развал. 2.0 крутой, но хуже, чем остальные вот здесь вот. Дальше идет Черта, Swim, Merry Go Round, Normal, Like Animal и They Don't Know About Us. Здесь я поставил бы Normal и Like Animal пока что в этой части альбома лучшими. Вот они прям звучат супер круто, атмосферно и прям вау. Не знаю, похоже на... Помните, был, короче, у РМа фит Сайон, по-моему? Вот они звучат так же, обволакивающе, красиво, атмосферно. Дальше не знаю. Дальше слушаем. Погнали. One More Night. 언젠가 너로 만나 한참을 울게 되게 지난 그 골목길에 서 있었어 Falling back to me I feel you back to me 두려운 건 벌써 슬픈 건 너무 닮아버린 그림자 24 hours in the top 24 hours of your thoughts It's easy to wake me up 꿈이 바뀌기 싫어 fantasy О! It's a fantasy Какой-то клубняк. It's a fantasy You're my fantasy Let's forget it Офигеть. One more night Give me one more night Give me one more Все жанры собрали в этом альбоме. Все. Этот трек вообще звучит как новая школа. Блин, Бантаны, короче, показывают класс просто. Они показывают, что они могут и в старую эпоху, да,
звучание показывать. И могут еще в тренды впрыгивать просто как, я не знаю, ну, которые вот новые школы. Там групп 5-го поколения, допустим, они же так примерно и записывают свои работы. Ну, таким голосом, таким вот, ну, с читочкой такой вот. И вот они также спокойно могут. Они в этом альбоме показывают весь свой потенциал, все, что они могут. Они могут все. Где? Цари, Каролина. Прикольный такой же, прикольный. Вау! Как себе? Fantasy, fantasy, fantasy. Блин, ну это тоже десятка, черт. Офигеть, можно просто офигеть. Одни хиты в альбоме, одни хиты, чего нибудь. Обалдеть можно. Просто одни хиты в альбоме. Я в шоке. Ну, это более, да, трендовый звук. Блин, а что мне с камерой-то сегодня? Что за фигня? Что-то подглючивает камера, не знаю. Надо будет перезапустить ее. Ну, я потом на перекур перервусь и перезапущу. Да, ну, короче, я могу сказать одно. Что все, что здесь есть в альбоме, очень много всего интересного, да, то есть разные треки, разного жанра. И каждый может найти себе, что ему больше нравится. Здесь прям нет такого эффекта вау, как, допустим, в некоторых работах других. Но здесь сложно отрицать тот факт, что этот трек тоже очень хорошо звучит в рамках своего музыкального жанра. А музыкальный жанр здесь, ну, такой вот какой-нибудь летний трек, клубничок такой вот. One More Nights. Неплохой трек. Я бы сказал, даже хороший трек. Это не вебка, ребят, это камера. Камера. Но я потом... Я знаю, в чем проблема. Я в следующий раз буду не в 4К стримить. Стримить я буду Full HD, потому что у меня, походу, срабатывает таймер 30-минутный. После 30 минут камера вырубается в режим энергопотребления. Ну, то есть полностью отрубается. Если Full HD стримить не в 4К, то тогда все окей будет. Она может 2 часа хоть держать. Ну, это я потом поменяю. Короче. Идем дальше. Please. Пожалуйста. Следующий трек. Пожалуйста. Слушаем, пожалуйста. 세상은 말야 항상 우리 사이 맞지 결국엔 우린 놀고 돌아서
잠자리 You and me just all day, all night Hold me from the front, back, left, right I need you like on me, on mine Oh, you got me, Baby, like oh please 세상이 우리 갈라놓을 때 Baby, oh please 한 걸음 더 다가설게 I'm on my knees 함께 해줘 나의 worst day 널 더 세게 안을게 right now Even hell I'm down All I want is you If you wanna I'll do the thing for you If you wanna I'll do a thing for you If you wanna I'll do the thing for you If you wanna I'll do a thing 나 기분을 느꼈다면 너에게 오지 반해잔이 넘치니 Come and get a set Yeah 영원하면 영원히 서로 영원히 그대 안에 기다려 Baby please You want me just all day, all night Hold me from the front, back, left, right I need you like on me, on mine Oh, you got me, Baby, like oh please 세상이 우리 갈라놓을 때 Baby, oh please 한 걸음 더 다가설게 I'm on my knees 함께 해줘 나의 worst day 널 더 세게 안을게 right now Even hell I'm down All I want is you If you wanna I'll do the thing for you If you wanna If you wanna I'll do the thing for you If you wanna Baby, oh please 세상이 우리 갈라놓을 때 Baby, oh please 한 걸음 더 다가설게 I'm on my knees 함께 해줘 나의 worst day 널 더 세게 안을게 right now Even hell I'm down All I want is you Ну, короче, моя теория это факт. В общем, у них в первой части альбома был, знаете, такой вот как бы репрезент себя. Мы такие крутые, там такие темы поднимались, ну, не такие серьезные, как во второй части. А во второй части прям по текстам ты думаешь, ё-моё, нифига себе. Ну, нифига себе. Да, ну, лирика здесь очень богатая во второй части альбома, тут ничего не скажешь. Зато звучание мне первое больше нравится, ну, первая часть альбома. Здесь некоторые треки, конечно, жесть вообще, да, вот те, которые мы послушали ранее. Но здесь более просто все в плане музыки. Ну, поп-звучание. Вот прям такое типичное поп-звучание, лиричное поп-песня. Ну, плейлист тоже поставлю 9 баллов. Я не могу поставить тут не ниже 9, потому что все очень нравится мне. Да, я не могу поставить оценку, что мне прям... Ладно, если объективно, 2.0 тоже 9. I don't about us. Наверное, здесь 8. Вот здесь плейлист, наверное, 8. Ну, типа, она чуть хуже, своим лучше все-таки, мне больше понравился. Вот этому треку, которому 9 поставил, я не могу поставить 8. Там были очень разнообразные парты интересные. Ну, короче. И мне интересно, что такое Army Rank будет еще. Ну ладно, давайте уже дослушаем. 2 трека осталось, но... Я в шоке с этого альбома по-прежнему, да. Есть, конечно, треки, которые чуть хуже остальных, но это логично, это база. Везде такой есть. Ну, который меньше нравится. А кому-то, кстати, и плейс может понравиться. У кого-то, допустим, такой музыкальный вкус, нежели, как, допустим, в треке «Хулиган». Into the Sun. Это зашло? Пожалуйста, напоминает мне стилем Чунгука Ичимина в 1440p. Нет, дело не в этом. Дело именно в разрешении камеры. Не в разрешении экрана, потому что я стримлю сейчас вроде как будто бы в 4К. Я Full HD... Нет, типа... Ультра Wide я стримлю. Это 1440p. Дело разрешения камеры. Потому что у меня там камера в 4К меня подтягивает. Поэтому... Дело в этом. Потом поменяю настройки. Следующий трек 3.47, кстати, идет. Довольно-таки долгий. Into the Sun. Погнали. Гитара такая.
Baby, you remind me Ух ты, ё-моё, это кантри. I want someone like you. Что? First and never dying. Нифига себе. Это I want кантри? someone like you. Nobody knows me, honey. No one Я готов к кантри. like you. If you wanna go there, I'm ready to be with you. No, Здесь должен быть клип с конями. Я вижу уже, как бегут кони по полю. Дичи бросает лассо и ловит чимина. Baby, Воу! what you want, baby, what you need. Tell me how you feel every night. I'm thinking of. 해줄 때의 바람, 해들 때의 온도. 네가 느껴야 할 저녁부터 아침의 별. 이른 너의 걸. 좀 이른 어둠에 묻어. 동이 뜰 때까지 널 지키며 into the sun. 24, 24, 7 feel like 24. 태양을 향해 뛰어도 가까워지진 않아도. Oh no, don't be afraid. 기억해 그저 잠시 보는 걸. 어두운 밤을 지나 아침이 오는 건 아침에 눈을 뜨 into the sun. you're cold. Ну, ребята, этот трек звучит как кантри. Немножко модернизированный, но кантри. I don't care how far. Just wait. Воу! Воу! Ух ты, прям вау, да яма такая. А рэм с джином? 난 집에 가고파 네가 있는 곳 불이 뜨고 별 지는 곳 불을 건네줘 이 구름 속넌 멋지고 달아나마 뜨지 않을 거야 오늘 Прикольно записан. Блин, такой разговорный. Крутая связка, между прочим, между РМ и Джином. Вау! Вот этот трек мне очень нравится. Оу! Оу, гитары! Блин! Офигеть! Как завайбился, ё-моё, люто! Просто люто завайбился. Начало вообще какое-то кантри было. 10, тут 10, тут 10. Офигенно, необычный трек, интересный, по структуре богатый, классная связка РМ и Джина, просто взрывает мозг. Очень круто зачитал РМ таким вот разговорным голосом и подхватил Джин еще таким певучим. Просто вау, вау, очень крутой трек. Ладно, окей. Я потом выделю своих фаворитов из этого альбома, но здесь очень много богатых, интересных по структуре треков и по необычному звучанию. Круто, круто. Последний, ребят, трек остался. Последний Army Rank. Я ждал. Он почему последний? Почему последний? Ты просто... Мне моя это... Как это называется там? А где? Где Army Rank? Army Rank, где ты? Army Rank! А где Army Rank? Дайте мне Army Rank. 7 лет назад? Army Rank? Что? А где Army Rank? Кто знает, где мой Army Rank? Я хочу послушать Army Rank.
Дрон Лайт Шоу. Да, ребята, ну что за Дрон Лайт Шоу? Мне Армиранг нужен. Эта песня была последняя. А где Армиранг? Что такое Армиранг здесь? А тут где текст? Подождите, может тут текст есть? Армиранг, русский перевод. Хей, мы. А, все, я понял, это интро, аутро. Это аутро к альбому Армиранг. И, короче, этот альбом, это легендарная золотая пластинка. Просто я дарю им авард мой личный. Спасибо за то, что я кайфанул. Я с вами просто кайфую 2 часа. И спасибо за 2 часа кайфа, ребят. Ну, 1,5, грубо говоря. Потому что там начало еще было. Мы там с вами просто говорили. Спасибо, ребят, за 1,5 часа лютейшего драйва, кайфа из этого альбома. Сейчас я вам скажу. Все. Я вам сейчас скажу все. И потом прервемся, потом послушаем еще датики минут 30 и закончим на сегодня. Короче, что могу в целом сказать по альбому? Альбом невероятно крутой. Я все-таки склоняюсь к тому мнению, что это один из лучших альбомов у Бантан. Я вроде как бы все слышал альбомы. Может быть, не все треки из альбомов слышал, но в целом, в принципе, я примерно понимаю, какие там вайбы были в альбомах и так далее. Какие заглавки и так далее. И могу сказать, что этот альбом, ну, он очень крутой. Он очень крутой, и, во-первых, идея у него очень крутая в плане того, что половина разделена так, что треки такие более агрессивные, типа Body to Body, Хулиган, Aliens, Фья, 2.0, да, и вот потом это проводится черта номер 29 под названием, непонятная черта, где нету вообще ничего, кроме какого-то звука колокола, который так отдаленно приглушается в конце. И потом идет Swim. Swim — это уже новая эпоха Бантан, ну, звучание, я бы сказал. Ближе, наверное, к 19-20 годам и так далее. И потом, по нарастающей, они продолжают нас удивлять с каждым треком новым их звучанием, которые были в последние года. И они говорят нам в этом альбоме: смотрите, ребят, мы никуда не делись. Мы остались такими же, как и были, когда дебютировали. Вот наши треки, они очень похожи на то, что было в 2013 году, в 2014. Но мы остались прежними, но мы двигаемся дальше. Мы плывем дальше своим. А плывем к офигеть каким крутым новым решениям в звуке и так далее. Потому что тут треки очень прям нового звучания. Я бы сказал, Like Animal, она звучит, ну, просто взрывающе, как, не знаю, мозг взрывает. Это какой-то Майкл Джексон на максималках для меня. Это очень круто звучит. Normal, офигенный трек. Into the Sun, вот этот вот, который мы последний послушали, тоже звучит очень интересно. То есть и там, в одной части альбома и в другой части альбома есть очень крутые песни. И там, и это разные звуки абсолютно. Альбом супер интересный, атмосферный, и надо его покупать, брать, это точно. Поддерживать ребят, потому что, их сейчас много кто поддержит, скорее всего. Но один из сильнейших альбомов у BTS вообще. Серьезно говорю. Вот так я говорю, нужно камбэкать после 3-летнего перерыва. Вот так. Вот. За основу надо брать этот камбэк и стремиться к нему. Очень круто. Реально кайф. Реально кайф, я даже забыл, что голодный. Так иди покушай, Ирина. Завтра же концерт смотрим. Я не уверен, могут Twitch снести мне. Мы что-то застримовали, не знаю, стрёмно стало. Вроде никто не будет стримить. Я не знаю, завтра, короче, я проснусь. Если кто-то будет стримить, то я тоже буду. Потому что одному не хочу быть первопроходцем в этом деле, потому что могут Twitch снести нахрен. Это же, вы представляете, какой-то масштаб у Netflix? Там Netflix просто трясется за каждый пиксель потерянный в трансляции. А я думаю, что Twitch просто будет банить такие трансляции, которые напрямую будут подтягивать у Netflix. Они же хитрожопые и хотят бабок срубить на этом. Потому что все сейчас подписки пойдут брать у Netflix, чтобы посмотреть эту трансляцию в хорошем качестве. А если я буду ее стримить на Твиче, это могут мне, конечно, за это... Но это не факт. Я говорю, если кто-то будет стримить, то я тоже буду.
Ну, потому что, блин, хочется посмотреть на эти треки вживую, в лайве и так далее. Там такое вообще шоу будет, что это просто жесть. Нет, я недолго планирую стримить. Еще сейчас придемся, полчасика донатики с вами посмотрим, там их не так много. И я пойду на YouTube залью. Возможно, кто-то хотел разбор альбома услышать от меня и на стрим не пришел, поэтому на YouTube хочу продублировать. Давай на кик. Отбежать срочно надо. Ну, знаете, давайте, короче, знаете, что сделаем? Давайте, короче, там донатиков не так много на самом деле. Можем на бусте завтра запустить поток с утреца. Посмотрим с утреца ваши донатики все. А потом будем ждать концерт. И концерт уже будем смотреть на бусте. Можем сделать так. На бусте нас точно никто не забанит. Или хотите сегодня? Ну, давайте сегодня еще послушаем полчасика донатики. Ну, завтра подумаем, что с ним делать. Короче, ладно, ребят, я прервусь на перекурчик. Пойду кофейку сделаю, еще себе чайку. Потом вернемся и будем донатики смотреть тогда. Фиг с ним. Сегодня посмотрим донатики, а завтра тогда будем разбираться, что с трансляцией, потому что хочется ее посмотреть. А на Твиче стрёмно. Ну, короче, это мы уже разберемся в Телеграме. Все, давайте перекур. Вернемся через минут 10. 10, давайте. 10-8. Плюс-минус. Так что все. Перекур. I need. What you need, Twan? I need. What you need? I need the whole steady in the trunk. Put your phone down, let's get on the front. I got my eyes on the row in the front. The vibe is high, feet beat blunt. The vibe is high, let the